Урок 1. Как тебя зовут? Привет, как тебя зовут? Меня зовут Анна. А ты? Меня зовут Джон. Приятно познакомиться, Анна. Я тоже рад с вами познакомиться, Джон. Откуда ты, Анна? Я из Германии. Как насчет тебя? Я из США. Это интересно. Сколько тебе лет, Джон? Мне 28 лет. А ты, Анна? Мне 25 лет. Чем ты зарабатываешь на жизнь, Анна? Я учитель. Как насчет тебя, Джон? Я работаю инженером. Звучит увлекательно. Спасибо, Анна. Какой твой любимый цвет? Мне нравится синий цвет. А как же ты, Джон? Мой любимый цвет – зеленый. Интересный выбор. Урок 2. Откуда вы? Привет, откуда ты? Я из Германии. Как насчет тебя? Я из США. Это интересно. Вы бывали в Германии? Нет, я этого не сделала. Я бы с удовольствием как-нибудь приехал. Тебе стоит. В Германии есть красивое место, которое стоит увидеть. Я слышала, что еда тоже потрясающая. Какое твое любимое немецкое блюдо? Мой любимый шницель. Это мясное блюдо в панировке. Звучит очень вкусно. Есть ли популярный немецкий десерт? Да, торт Шварцвальд знаменит в Германии. Я слышала об этом. Обязательно попробую, когда приеду. Вы не будете разочарованы. Германия имеет богатую культуру и историю. Мне не терпится испытать это на собственном опыте. Что тебе больше всего нравится в Германии? Мне нравятся фестивали, особенно Октоберфест. Я всегда хотела посетить Октоберфест. Должно быть, здесь очень весело. Безусловно, так и есть. Вам стоит приехать и присоединиться к празднованию. Я обязательно это рассмотрю. Спасибо, что поделилась, Анна. Добро пожаловать, Джон. Дайте мне знать, если у вас есть еще вопросы о Германии. Я так и сделаю. Спасибо за гостеприимство. Урок 3. Сколько тебе лет? Привет, сколько тебе лет? Мне 22 года. А ты? Мне 29 лет. Вы чувствуете себя старше или моложе своего возраста? Я чувствую себя моложе. Как насчет тебя? У меня примерно то же самое. Возраст — это просто цифра, верно? Это правда. Дело скорее в том, как ты себя чувствуешь внутри. Абсолютно. Итак, какой возраст, по-вашему, самый лучший? Я думаю, что в каждом возрасте есть своя красота и опыт. Согласен. Каждая эпоха привносит в жизнь что-то уникальное. Определенно. Все это часть путешествия. Урок 4. Какой твой любимый цвет? Привет, какой твой любимый цвет? Мой любимый цвет синий. А как же ты? Мне нравится зеленый цвет. Что тебе нравится в синем цвете? Синий цвет напоминает мне океан и приносит ощущение спокойствия. Зеленый цвет заставляет меня думать о природе и свежести.
Как насчет тебя? Звучит освежающе. Мне нравится, что зеленый цвет символизирует рост и жизненную силу. Синий и зеленый – успокаивающие цвета. У вас есть наименее любимый цвет. Я небольшой поклонник оранжевого. На мой вкус он кажется слишком ярким. А как же ты? Мне не особенно нравится коричневый цвет. Мне кажется, это немного скучно. Цветовые предпочтения могут отличаться от человека к человеку. Интересно, не правда ли? Абсолютно. У каждого свои уникальные предпочтения. Это добавляет красоты разнообразию. Действительно, цвета могут вызывать разные эмоции и иметь разное значение. Урок 5. Чем вы зарабатываете на жизнь? Привет, чем ты зарабатываешь на жизнь? Я работаю в маркетинговом агентстве. Как насчет тебя? Я инженер. Что тебе больше всего нравится в твоей работе? Мне нравится творческий подход и умение решать проблемы, связанные с маркетингом. Звучит интересно. Каковы ваши основные обязанности? Я провожу кампании в социальных сетях и анализирую рыночные тенденции. Это очень важная роль. Как насчет тебя? Чем занимается инженер? Инженеры проектируют и строят такие вещи, как конструкции или машины. Я считаю полезным воплощать идеи в жизнь с помощью инженерии. Урок 6. Я работаю в маркетинговом агентстве. Привет, рад снова тебя видеть. Как идет работа? Все идет хорошо. Я работаю в маркетинговом агентстве. Звучит захватывающе. На каком маркетинге вы специализируетесь? Мы специализируемся на цифровом маркетинге и кампаниях в социальных сетях. Это важная область в современную цифровую эпоху. Какова ваша роль в агентстве? Я создатель контента. Я пишу и разрабатываю интересный контент для клиентов. Отлично. Творчество должно быть важной частью вашей работы. Да, так и есть. Мне нравится придумывать инновационные идеи для наших клиентов. Могу себе представить. Главное в маркетинге – привлечь внимание и выделиться на фоне других. Именно так. Это динамичное поле, которое требует постоянной адаптации. Что для вас самое сложное в работе в маркетинговом агентстве? Идти в ногу с постоянно меняющимися тенденциями и алгоритмами может быть непросто. Я понимаю, что для этого потребуется постоянное обучение и постоянное обновление. Определенно. В цифровом мире важно оставаться на шаг впереди всех. Как вы оцениваете успех в своей роли? Мы отслеживаем ключевые показатели эффективности, KPI, такие как вовлеченность и конверсии. Очень важно иметь измеримые результаты для оценки эффективности компаний. Абсолютно. Это помогает нам оптимизировать стратегии и обеспечивать лучшие результаты для клиентов. Похоже, это динамичная и интересная сфера деятельности. Да, это может быть очень напряженно, но мне приятно видеть результаты нашей работы. Это замечательно. Я рад, что вам нравится работать в маркетинговом агентстве. Урок 7. Каковы ваши карьерные цели? Привет, каковы ваши карьерные цели? Моя цель — стать менеджером по маркетингу. Отлично. Как вы планируете этого достичь? Я стремлюсь получить больше опыта и взять на себя руководящие должности. Важное значение будет иметь развитие ваших навыков и опыта.
Да, непрерывное обучение и профессиональный рост имеют решающее значение. Есть ли у вас какие-либо конкретные области, в которых вы хотите специализироваться? Я хочу сосредоточиться на цифровом маркетинге и аналитике данных. Это разумный выбор. Эти навыки очень востребованы. Спасибо. А как же ты, Джон? Каковы ваши карьерные цели? Я стремлюсь стать менеджером проектов в своей области. Это важная роль. Как вы планируете занять эту должность? Я работаю над улучшением своих лидерских и коммуникативных навыков. Это важно для эффективного управления командами и проектами. Да, я считаю, что сильные навыки межличностного общения жизненно важны на любой руководящей должности. Абсолютно. Удачи в достижении ваших карьерных целей, Джон. Спасибо, Анна. Того же и вам. Давайте поддержим друг друга на этом пути. Урок 8. Чем ты любишь заниматься в свободное время? Привет, чем ты любишь заниматься в свободное время? Мне нравится читать книги и гулять. Как насчет тебя? Я люблю играть в баскетбол и слушать музыку. Звучит забавно. Ты играешь в баскетбол с друзьями. Да, я часто играю с группой друзей на местном корте. Наверное, это отличный способ оставаться активным и общаться. Абсолютно. Это увлекательный и соревновательный способ расслабиться. А какие книги тебе нравится читать? Я фанат фэнтезийных романов и научной фантастики. Эти жанры предлагают много воображения и эскапизма. Да, они переносят меня в разные миры и пробуждают в мне творческий потенциал. Это замечательно. Чтение — это фантастический способ расслабиться и учиться. Безусловно, так и есть. Что вам больше всего нравится в ходьбе? Я люблю бывать на свежем воздухе и исследовать новое место пешком. Прогулки позволяют оценить красоту природы, верно? Да, для меня это спокойный и освежающий опыт. Отлично. Нам всем нужны моменты спокойствия в нашей жизни. Абсолютно. Это помогает очистить ум и обрести равновесие. Не могу не согласиться. Важно уделять приоритетное внимание уходу за собой. Действительно. Поиск занятий, которые нам нравятся, ключ к полноценной жизни. Отлично сказано, Анна. Давайте продолжим уделять время своим хобби. Конечно, Джон. Жизнь становится лучше, когда мы занимаемся тем, что приносит нам радость. Урок 9. Вы увлекаетесь спортом. Привет, ты увлекаешься спортом? Не совсем, я больше увлекаюсь искусством и музыкой. Как насчет тебя? Да, я обожаю спорт. Играю и смотрю их. В какие виды спорта тебе нравится играть? Больше всего мне нравится играть в баскетбол и футбол. Отлично. Ты играешь в них с друзьями или в команде? Я играю в баскетбол с друзьями и в футбол в местной команде. Спорт может быть отличным способом оставаться в форме и получать удовольствие. Определенно. Это также хороший способ наладить связь с другими людьми. Я вижу, как командные виды спорта могут наладить прочные связи. Да, командная работа и дух товарищества важны в спорте. Какие виды спорта тебе нравится смотреть? Мне нравится смотреть баскетбол, футбол и американский футбол.
Просмотр спортивных состязаний может быть увлекательным занятием, особенно во время чемпионатов. Да, атмосфера и предвкушение просто невероятные. Я могу оценить страсть и мастерство спортсменов. Спорт также может преподать ценные жизненные уроки, такие как дисциплина и настойчивость. Это правда. Спорт — это способ сближения людей. Абсолютно. У них свой универсальный язык. Хотя я и не увлекаюсь спортом, я понимаю их привлекательность. Это совершенно нормально. У всех нас разные интересы и увлечения. Действительно. Это то, что делает нас уникальными и разнообразными. Именно так. Итак, какой твой любимый вид искусства или музыки? Мне нравится рисовать и слушать классическую музыку. Звучит замечательно. В искусстве и музыке есть своя красота и самовыражение. Они, безусловно, верят. Очень приятно погружаться в них. Здорово, что мы можем ценить разные вещи и учиться друг у друга. Абсолютно. Наши различия делают наши беседы интересными и содержательными. Не могу не согласиться, Анна. Давайте продолжим делиться информацией и учиться вместе. Урок 10. Какое твое любимое хобби? Привет, какое твое любимое хобби? Мое любимое хобби — рисование. Как насчет тебя? Мне нравится играть на гитаре. Что тебе нравится в живописи? Мне нравится выражать себя с помощью цветов и создавать что-то уникальное. Это прекрасно. Живопись позволяет раскрыть свой творческий потенциал. Да, для меня это форма расслабления и самовыражения. Это замечательно. У вас есть любимая тема или стиль? Мне нравится рисовать пейзажи и использовать яркие цвета. Звучит прекрасно. Природа может стать отличным источником вдохновения. Определенно. Это приносит мне чувство покоя и вдохновения. А что тебе нравится в игре на гитаре? Мне нравится создаваемая мелодия и ритм. Меня это успокаивает. Музыка может трогать душу. У тебя есть любимый жанр? Больше всего мне нравится играть акустическую и классическую музыку. Отлично. Гитара универсальна и подходит для разных жанров. Да, это универсальный инструмент, который позволяет осуществлять индивидуальную интерпретацию. Абсолютно. Удивительно, как хобби могут приносить нам радость и удовлетворение. Согласен. Они дают возможность сбежать и почувствовать себя выполненным. Важно уделять время занятиям, которые делают нас счастливыми. Да, хобби помогают нам зарядиться энергией и найти баланс в жизни. Они также позволяют нам раскрыть свои увлечения и открыть для себя новые таланты. Это правда. Увлечения могут привести к личностному росту и самопознанию. Давайте продолжим развивать свои увлечения и увлечения. Конечно, Джон. Жизнь приносит больше удовольствия, когда мы занимаемся любимым делом. Урок 11. Во сколько вы обычно просыпаетесь? Привет, во сколько ты обычно просыпаешься? Обычно я просыпаюсь в 7 утра. А ты? Я просыпаюсь в 6 утра, чтобы начать свой день. У тебя есть утренний распорядок дня? Да, мне нравится выпить чашечку кофе и заняться растяжкой. Похоже, это отличный способ начать день. Есть ли конкретная причина просыпаться в 7 утра?
Я считаю, что у меня достаточно времени для подготовки к предстоящему дню. Это хорошее замечание. Распорядок дня может повысить производительность. Именно так. Это задает позитивный тон на весь день. Согласен. Легко ли вам просыпаться в это время? Да, со временем у меня появилась привычка рано вставать. Это впечатляет. Последовательность играет ключевую роль, когда речь идет о графике сна. Определенно. Это помогает поддерживать здоровый цикл сна и бодрствования. Как насчет выходных? Вы спите по одному и тому же графику. Я стараюсь поддерживать одинаковое время пробуждения даже по выходным. Это хороший подход для поддержания согласованности. Это помогает мне оставаться в ритме и максимально использовать свой день. Я это понимаю. Установление распорядка дня может быть полезным. Да, это обеспечивает структуру и помогает мне оставаться организованным. Что ж, похоже, вы нашли рутину, которая вам подходит. Да, это хорошо влияет на мой образ жизни и продуктивность. Приятно это слышать. Хороший утренний распорядок дня задает тон всему дню. Абсолютно. Это помогает мне чувствовать себя более подготовленной и сосредоточенной. Спасибо, что поделились, Анна. Возможно, я тоже попробую проснуться в 7 утра. Добро пожаловать, Джон. Выбор подходящего вам распорядка дня может изменить ситуацию к лучшему. Урок 12. Как вы начинаете свой день? Привет, как вы начинаете свой день? Я начинаю свой день со здорового завтрака. Как насчет тебя? Мне нравится начинать свой день с легких упражнений. Это отличный способ зарядиться энергией по утрам. Да, это помогает мне проснуться и подготовиться к новому дню. У вас есть определенный режим упражнений, которым вы следуете. Я обычно хожу на пробежку или занимаюсь растяжкой дома. Похоже, это хороший способ заставить ваше тело двигаться. Важно оставаться активным и заботиться о своем здоровье. Согласен. Физические упражнения приносят много пользы нашему благополучию. После тренировки мне нравится принимать душ и одеваться. Это отличный способ освежиться и подготовиться к дню. Это помогает мне лучше проснуться и подготовиться к решению задач. Мне нравится составлять список дел, чтобы расставить приоритеты в своих задачах. Это отличный способ оставаться организованным и сосредоточенным. Да, это помогает мне не сбиться с пути и работать продуктивно. Есть ли у вас особые утренние ритуалы или привычки? Мне нравится пить чашку чая во время чтения книги. Похоже, это спокойный и приятный способ начать день. Это помогает мне расслабиться и задать позитивный настрой на утро. Это замечательно. Важно найти моменты спокойствия. Абсолютно. Это помогает сбалансировать повседневную занятость. Похоже, у тебя отличный утренний распорядок дня, Анна. Спасибо, Джон. У меня это хорошо работает. Как насчет тебя? Думаю, для меня главное — заниматься физическими упражнениями и организовываться. Отлично, Джон. У каждого свой способ начать день. Действительно. Все дело в том, чтобы найти то, что лучше всего подходит для нас в отдельности. Именно так. Давайте продолжим уделять приоритетное внимание нашему благополучию и производительности. Конечно, Анна.
Будем начинать каждый день на позитивной ноте. Урок 13. Каков твой утренний распорядок дня? Привет, каков твой утренний распорядок дня? Я просыпаюсь, чищу зубы и умываюсь. Это хороший способ начать день. Что дальше? Я быстро завтракаю и готовлю чашку кофе. Завтрак и кофе необходимы для получения энергии. Чем вы занимаетесь после? Я одеваюсь и несколько минут медитирую. Медитация помогает сосредоточиться и расслабиться. Какие-нибудь другие занятия? Я проверяю электронную почту и составляю список дел на день. Очень важно оставаться организованным. Как насчет упражнений? Дома я занимаюсь легкой растяжкой или йогой. Растяжка – отличный способ разбудить тело. Что-нибудь еще? Перед отъездом я собираю вещи и отправляюсь в путь. Похоже на простой и эффективный утренний распорядок дня. Да, это помогает мне подготовиться к новому дню. Важно установить режим, который подходит именно вам. Абсолютно. Это задает позитивный тон на весь день. Спасибо, что поделились, Анна. Возможно, я включу в свой распорядок дня кое-что из вашего распорядка. Добро пожаловать, Джон. Полезно найти подходящий вам распорядок дня. Урок 14. Что вы делаете перед сном? Привет, чем ты занимаешься перед сном? Мне нравится расслабляться, читая книгу. Чтение может стать отличным способом расслабиться. Какой конкретный жанр вам нравится? Больше всего мне нравятся художественные и детективные романы. Звучит интригующе. Чтение может перенести вас в разные миры. Да, это помогает мне отвлечься от дневного стресса. Есть ли у вас определенное время, когда вы любите ложиться спать? Я стараюсь ложиться спать около 10 часов вечера. А ты? Я планирую спать к 11 часам вечера, чтобы хорошо выспаться. Неплохая цель. Достаточный сон важен для общего самочувствия. Абсолютно. Это помогает нам зарядиться энергией и работать более продуктивно. Перед сном мне также нравится приглушать свет и создавать спокойную атмосферу. Это хорошая практика. Создание успокаивающей обстановки может способствовать сну. Да, это помогает моему телу дать понять, что пора расслабиться и расслабиться. Есть ли у вас другие ритуалы или привычки перед сном? Я несколько минут занимаюсь растяжкой или легкой йогой. Растяжка помогает снять напряжение и подготовить тело к отдыху. Именно так. Это помогает мне расслабить мышцы и успокоить ум. Отлично. Важно найти ритуалы, которые вам подходят. Действительно. Они могут сигнализировать нашему телу о том, что пора спать. Похоже, у тебя умиротворяющий распорядок дня перед сном, Анна. Спасибо, Джон. Это помогает мне спокойно выспаться. Как насчет тебя? Мне нравится отключаться от экранов и слушать успокаивающую музыку. Похоже, это спокойный способ подготовиться ко сну. Это помогает мне расслабиться и отдохнуть от повседневных дел. Прекрасно, Джон. Давайте продолжим уделять приоритетное внимание сну, чтобы завтра было лучше. Конечно, Анна. Вперед вас ждут спокойные ночи и освеженное утро. Урок 15. Какая твоя любимая кухня?
Привет, какая твоя любимая кухня? Обожаю итальянскую кухню. Как насчет тебя? Мне нравится мексиканская еда. Что тебе нравится в итальянской кухне? Мне нравятся насыщенные вкусы и разнообразие блюд из пасты. Мексиканская кухня отличается яркими ароматами и специями. Какое твое любимое итальянское блюдо? Я никогда не устояю перед классическими спагетти по-болоньезе. Это очень вкусный выбор. Мне нравится тако в мексиканской кухне. По какой конкретной причине тебе нравится итальянская еда? Я ценю простоту и использование свежих ингредиентов. В мексиканской кухне также особое внимание уделяется свежим ингредиентам и ярким цветам. Вы готовите итальянские блюда дома? Да, мне нравится готовить домашнюю пиццу и блюда из пасты. Звучит восхитительно. Мне нравится готовить домашние гуакамоле и энчилады. Какое твое любимое мексиканское блюдо? Мне нравится хорошая тарелка куриного фахитаса со всеми начинками. Это очень вкусный выбор. Мексиканская кухня предлагает широкий выбор блюд. Вы пробовали другие кухни? Мне также понравилась японская кухня, особенно суши. Суши – популярный выбор. Приятно исследовать разные вкусы. Есть ли какая-нибудь кухня, которую вы хотели бы попробовать? Когда-нибудь я бы с удовольствием попробовал настоящую индийскую кухню. Индийская кухня предлагает множество ароматных специй и вкусов. Какой твой любимый итальянский десерт? Тирамису, безусловно, мой любимый итальянский десерт. Это классический выбор. В мексиканской кухне чуррос – популярное лакомство. У вас есть любимый ресторан итальянской кухни? В центре города есть уютная итальянская траттория, которую я люблю посещать. Звучит замечательно. Мне нравится ходить в местную мексиканскую такерию. Пробовать новые блюда всегда интересно, не так ли? Абсолютно. Это восхитительный способ познакомиться с разными культурами. Действительно. Еда объединяет людей. Давайте продолжим изучать новые вкусы. Я полностью согласен, Джон. Давайте попробуем блюда мировой кухни. Урок 16. Есть ли у вас любимый сезон? Привет, у тебя есть любимый сезон? Да, мне нравится весенний сезон. Как насчет тебя? Мне больше всего нравится осенний сезон. Что тебе нравится в весне? Мне нравится смотреть, как цветут цветы, и возвращаться тепло. Осень отличается красивой листвой и более низкими температурами. Какими особенными развлечениями вы занимаетесь весной? Весной мне нравится гулять и устраивать пикники в парке. Звучит восхитительно. Осенью я люблю ходить в походы и собирать яблоки. Что тебе больше всего нравится в весне? Мне нравится чувство обновления и новых начинаний. Осень приносит уютную атмосферу и радость урожая. Почему весна твоя любимая? Это время, когда природа оживает и все вокруг становятся живым. Осень отличается особой красотой, так как природа меняется, а листья меняют цвет. Есть ли у вас любимые весенние традиции? Я люблю праздновать Пасху в кругу семьи и красить яйца. Звучит как забавная традиция. Осенью я люблю резьбу по тыкве на Хэллоуин. Есть ли что-то, что тебе не нравится в весне?
Я не фанат аллергии, которая иногда приходит с весной. Осенью некоторым людям может не нравиться сгребать листья. Какой твой любимый весенний цветок? Обожаю тюльпаны. Они приносят столько красок и радости. Осенью подсолнухи – личный фаворит. У вас есть любимое весеннее занятие? В этот сезон мне нравится заниматься садоводством и сажать цветы. Садоводство – отличный способ общения с природой. Осенью мне нравится посещать тыквенные участки. Есть ли еще мысли о весне? Это сезон надежд и новых начинаний, которые меня вдохновляют. Осень вызывает чувство ностальгии и уюта, которое меня утешает. Давайте продолжим ценить красоту каждого сезона. Согласен, Джон. В каждом сезоне есть своя прелесть. И здесь вы сможете насладиться природными циклами. Урок 17. Какой твой любимый праздник? Привет, какой твой любимый праздник? Рождество – мой любимый праздник. Как насчет тебя? Больше всего мне нравится Хэллоуин. Что тебе нравится в Рождестве? Мне нравятся праздничные украшения и дух дарения. На Хэллоуин есть костюмы и хитрости. Какие особенные рождественские традиции вам нравятся? Обожаю украшать елку и печь праздничное печенье. На Хэллоуин есть резьба по тыкве и жуткие киномарафоны. Что тебе больше всего нравится в Рождестве? Я люблю проводить время с семьей и обмениваться подарками. На Хэллоуин царит веселая и игривая атмосфера. По какой конкретной причине Рождество ваше любимое? Это время тепла, любви и заветных традиций. Хэллоуин позволяет проявить творческий подход и раскрыть свое воображение. Есть ли у вас любимые рождественские фильмы? Мне нравится смотреть сериалы «Один дома» и «Это прекрасная жизнь». Фильмы на Хэллоуин, такие как «Хокайрес Пакерс» и «Кошмар перед Рождеством», являются классикой. Есть ли что-то, что вам не нравится в Рождестве? Я не фанат холодной погоды, которая часто бывает с ней. В Хэллоуин некоторым людям могут не понравиться фильмы ужасов или дома с привидениями. У вас есть любимая рождественская песня? Джингл Беллс — это классика, которая всегда наполняет меня праздничным настроением. На Хэллоуин звучат такие запоминающиеся мелодии, как «Monster Mash» и «Thriller». У вас есть любимое рождественское угощение? Я люблю побаловать себя леденцами и горячим шоколадом на Рождество. Угощения на Хэллоуин, такие как конфеты, кукуруза и шоколадные батончики, всегда вызывают восторг. Есть ли другие мысли по поводу Рождества? Пришло время дорожить близкими и создавать неизгладимые воспоминания. Хэллоуин позволяет весело и интересно провести время, используя нашу игривую сторону. Давайте продолжим наслаждаться нашими любимыми праздниками. Согласен, Джон. В каждом празднике есть своя магия. Мы готовы отпраздновать радость сезона. Урок 18. Вам нравится ходить на вечеринки? Привет, тебе нравится ходить на вечеринки? Да, я люблю ходить на вечеринки. Как насчет тебя? Вечеринки мне совсем не по душе. Что тебе нравится в вечеринках? Мне нравится общаться и знакомиться с новыми людьми. Я предпочитаю небольшие собрания. Какие вечеринки вам нравятся? Больше всего мне нравятся дни рождения и праздники. Мне нравятся более интимные встречи, такие как званые обеды.
Что тебе больше всего нравится в вечеринках? Мне нравится оживленная атмосфера и возможность повеселиться. Я предпочитаю более тихую обстановку для разговоров. Какие-нибудь незабываемые впечатления от вечеринки? Однажды я пошла на костюмированную вечеринку и отлично провела время, переодеваясь. Звучит как забавный опыт. Я предпочитаю непринужденные посиделки. Есть ли что-то, что тебе не нравится в вечеринках? Иногда, на мой взгляд, здесь бывает слишком людно или шумно. Мне это понятно. Уровень шума может быть для меня ошеломляющим. У тебя есть любимая игра для вечеринок? Мне нравится играть в шарады и викторины на вечеринках. Я нахожу настольные игры или карточные игры более приятными. Есть ли другие мысли о вечеринках? Это отличный способ отпраздновать и оставить незабываемые воспоминания. Я предпочитаю более тихую обстановку для содержательных разговоров. Давайте продолжим пользоваться нашими любимыми социальными сетями. Согласен, Джон. Важно найти то, что приносит нам радость. Мы готовы праздновать это событие по-своему. Урок 19. Как вы относитесь к веселым выходным? Привет, а что ты думаешь о веселых выходных? Я люблю проводить время на свежем воздухе и ходить в походы. Как насчет тебя? Мне нравится отдыхать дома и смотреть фильмы. Что тебе нравится в походах? Мне нравится бывать на природе и испытывать чувство приключений, которое она приносит. Просмотр фильмов помогает мне расслабиться и насладиться захватывающими историями. Какие конкретные места для пеших прогулок вам нравятся? Мне нравится исследовать национальные парки и живописные тропы поблизости. Я предпочитаю уютные киновечера с чашкой попкорна. Что тебе больше всего нравится в походах? Обожаю свежий воздух и красивые виды по дороге. Фильмы позволяют мне отвлечься от реальности и погрузиться в разные миры. Какие-нибудь незабываемые впечатления от походов? Однажды я поднялся на вершину горы и стал свидетелем захватывающего восхода солнца. Звучит как невероятный опыт. Мне нравится открывать скрытые сокровища в фильмах. Есть ли что-то, что вам не нравится в походах? Иногда погода может быть непредсказуемой и повлиять на впечатление от походов. Я это понимаю. Вечера кино могут быть прерваны из-за технических проблем. У вас есть любимый жанр фильма? Больше всего мне нравятся приключенческие и драматические фильмы. Я фанат научно-фантастических и комедийных фильмов. Есть ли другие мысли по выходным? Выходные — это возможность зарядиться энергией и заняться любимым делом. Согласен. Важно найти занятия, которые приносят нам радость и расслабление. Давайте продолжим наслаждаться нашими идеальными выходными. Конечно, Джон. Впереди выходные, наполненные приключениями и отдыхом. Урок 20. У тебя есть лучший друг. Привет, у тебя есть лучший друг. Да, у меня есть лучшая подруга. Как насчет тебя? У меня есть несколько близких друзей, но нет лучшего друга. Что тебе нравится в том, что у тебя есть лучшая подруга? Мне нравится, когда у меня есть кто-то, кому я могу доверять и делиться всем этим. Приятно иметь поддержку в близком кругу друзей. Какие особенные качества вы цените в своем лучшем друге? Я ценю их преданность, понимание и чувство юмора. Это важные качества в любой дружбе. Есть ли у тебя особенные воспоминания о своей лучшей подруге?
Однажды мы вместе отправились в путешествие и весело провели время, исследуя новое место. Похоже, это незабываемый опыт. Я дорожу моментами, проведенными с моими близкими друзьями. По какой конкретной причине этот человек твой лучший друг? Мы вместе пережили взлеты и падения и всегда были рядом друг с другом. Это крепкая связь. Я ценю доверие и поддержку моих друзей. Есть ли у вас какие-либо советы по поиску лучшего друга? Я думаю, что в налаживании дружеских отношений важно проявлять открытость, искренность и терпение. Согласен. Налаживание глубоких связей требует времени и усилий. Есть ли другие мысли о лучших друзьях? Лучшие друзья похожи на семью и делают жизнь более значимой. Наличие близких друзей добавляет радости и поддержки в нашу жизнь. Давайте продолжим дорожить дружескими отношениями, которые у нас есть. Конечно, Джон. Впереди дружба на всю жизнь и общие приключения. Урок 21. Путешествовали ли вы по всему миру? Вы путешествовали по всему миру. Да, у меня есть. Как насчет тебя? Нет, я еще не ездил за границу. Где вы были? Я бывал во Франции, Италии и Японии. По какой конкретной причине вы не путешествовали за границу? У меня не было ни возможности, ни времени спланировать поездку. Какое-нибудь любимое место, которое вы посетили? Мне нравилось исследовать исторические места Рима, Италия. Как насчет тебя? Я надеюсь когда-нибудь посетить Японию. Какие-нибудь незабываемые впечатления от ваших международных путешествий? Я прекрасно провела время, попробовав традиционную французскую кухню в Париже. Звучит невероятно. Мне не терпится познакомиться с разными культурами. Какие туристические направления есть в вашем списке желаний? Мне бы очень хотелось посетить Грецию и исследовать прекрасные острова. Как насчет тебя? Мне бы очень хотелось посетить Австралию и увидеть Большой барьерный риф. Какие-нибудь советы по путешествию для тех, кто планирует поездку за границу? Изучите местные обычаи и выучите несколько основных фраз на местном языке. Отличный совет. Есть ли другие мысли о международных путешествиях? Это расширяет кругозор и позволяет оценить разные культуры. Согласен. Давайте продолжим исследовать мир и оставлять воспоминания в путешествиях. Конечно, Джон. Впереди захватывающие приключения и открытие новых мест. Урок 22. Вы предпочитаете пляжный отдых или поездки по городу? Я всегда хотела посетить Париж. Вы предпочитаете пляжный отдых или поездки по городу? Мне нравится и то, и другое, но я предпочитаю поездки по городу. Как насчет тебя? Я больше люблю пляжный отдых. Что тебе нравится в поездках по городу? Мне нравится ходить по музеям, пробовать блюда разных кухонь и наслаждаться оживленной городской жизнью. Мне нравится отдыхать на пляже, плавать и греться на солнце. Какой конкретный город вы хотели бы посетить? Я всегда хотела исследовать Токио, Япония. Как насчет тебя? Я мечтаю посетить Бора-Бора и ее потрясающие пляжи. В каких незабываемых поездках по городу вы побывали? Я прекрасно провел время, изучая Барселону и ее уникальную архитектуру. Звучит невероятно. В каких любимых пляжных местах вы бывали? Мне очень понравились белые песчаные пляжи Мальдив. С какими трудностями вы сталкиваетесь во время поездок по городу?
Навигация по незнакомым городам и работа в многолюдных туристических местах может быть непростой задачей. С какими трудностями вы сталкиваетесь во время пляжного отдыха? Иногда бывает сложно найти уединенное место на популярных пляжах. Какие-нибудь советы для тех, кто планирует поездку по городу? Изучите и спланируйте свой маршрут заранее, чтобы максимально использовать свое время. Какие-нибудь советы для тех, кто планирует пляжный отдых? Возьмите с собой солнцезащитный крем, купальный костюм и не забудьте пляжное полотенце. Есть ли еще мысли о пляжном отдыхе или поездках по городу? Они оба предлагают уникальные впечатления, и очень приятно найти баланс между отдыхом и исследованиями. Согласен. Давайте продолжим наслаждаться лучшим пляжным отдыхом и поездками по городу. Впереди незабываемые приключения. Урок 23. Как вы планируете маршруты путешествий? Как вы планируете маршруты путешествий? Я изучаю информацию в интернете и прошу рекомендаций. Как насчет тебя? Обычно я полагаюсь на туристические сайты и путеводители. Что вам нравится в онлайн-исследованиях? Это дает мне доступ к огромному количеству информации и отзывов других путешественников. Путеводители содержат подробную информацию о популярных достопримечательностях. Какие конкретные веб-сайты вы считаете полезными? Я часто пользуюсь сайтами по бронированию путешествий и читаю туристические блоги для получения рекомендаций. Я считаю, что форумы о путешествиях полезны для получения советов от инсайдеров. Какие конкретные рекомендации вы цените? Я предпочитаю рекомендации друзей или местных жителей, которые имеют опыт работы не понаслышке. Как насчет тебя? Я доверяю рекомендациям попутчиков, которых встречаю по пути. С какими трудностями вы сталкиваетесь при планировании маршрутов? Это может быть ошеломляюще из-за большого количества вариантов и ограниченного времени. Сталкиваетесь ли вы с какими-либо проблемами? Иногда трудно найти достопримечательности в глуши. Какие-нибудь советы для тех, кто планирует маршрут путешествия? Расставляйте приоритеты в местах, которые вы обязательно должны посетить, и будьте готовы к неожиданным открытиям. Это хороший совет. Есть ли другие мысли по планированию маршрутов путешествий? Изучать и планировать интересно, но оставляйте место для спонтанности и исследований. Согласен. Давайте продолжим планировать наши приключения и создавать незабываемые впечатления от путешествий. Конечно, Джон. Вас ждут хорошо спланированные маршруты и незабываемые путешествия. Урок 24. Соблюдаете ли вы определенный режим тренировок? Соблюдаете ли вы определенный режим тренировок? Да, я занимаюсь кардиотренировками и силовыми тренировками. Как насчет тебя? Я предпочитаю сосредоточиться на кардиотренировках. Что вам нравится в ваших тренировках? Это помогает мне повысить выносливость и нарастить силу. Как насчет тебя? Кардиотренировки заряжают меня энергией и укрепляют здоровье сердца. Какие конкретные упражнения вам нравятся? Мне нравится бег, езда на велосипеде и тренировки. Как насчет тебя? Я люблю бегать на длинные дистанции и заниматься такими видами спорта, как баскетбол. С какими трудностями вы сталкиваетесь во время тренировок? В условиях плотного графика найти время для тренировок может быть непросто. Как насчет тебя? Иногда бывает сложно сохранять мотивацию к регулярным физическим упражнениям. Какие-нибудь советы для тех, кто хочет начать тренироваться? Начните с занятий, которые вам нравятся, и ставьте реалистичные цели. Последовательность– ключ к успеху. Как насчет тебя?
Я считаю, что полезно установить определенное время тренировок и найти напарника по тренировкам, который будет нести ответственность. Есть ли еще мысли о фитнесе и физических упражнениях? Важно прислушиваться к своему телу и уделять приоритетное внимание общему благополучию. Давайте продолжим вести активный образ жизни и заботиться о себе. Согласен. За здоровый и активный образ жизни. Урок 25. Вы любитель активного отдыха. Вы любитель активного отдыха? Да, я люблю ходить в походы и кататься на велосипеде. Как насчет тебя? Мне тоже нравится проводить время на свежем воздухе. Что тебе нравится в походах? Мне нравится быть в окружении природы и ощущать приключения, которые она приносит. Езда на велосипеде – мое любимое занятие на свежем воздухе. Что тебе в этом нравится? Езда на велосипеде позволяет мне исследовать новое место и в то же время оставаться активным. Какие-нибудь любимые пешеходные маршруты, по которым вы бывали? У меня был потрясающий опыт похода по Гранд-Каньону. Как насчет тебя? Мне нравилось ходить в походы по швейцарским Альпам. Какие незабываемые велосипедные маршруты вы пробовали? Мне нравилось кататься на велосипеде вдоль побережья Калифорнии. С какими трудностями вы сталкиваетесь при занятиях на свежем воздухе? Погодные условия иногда могут повлиять на планы на открытом воздухе. Как насчет тебя? Поиск подходящих велосипедных дорожек иногда может быть непростой задачей. Какие-нибудь советы для тех, кто интересуется пешим туризмом или ездой на велосипеде? Начните с маршрутов, удобных для новичков, и обязательно возьмите с собой все необходимое, например, воду и солнцезащитный крем. Это хороший совет. Есть ли другие мысли о мероприятиях на свежем воздухе? Они являются отличным способом оставаться активным, общаться с природой и снимать стресс. Согласен. Давайте продолжим наслаждаться отдыхом на свежем воздухе и открывать для себя новые приключения. Конечно, Джон. Вас ждут увлекательные походы, захватывающие велосипедные прогулки и незабываемые впечатления на свежем воздухе.